Музыка — это не просто звук, а дыхание самой жизни. Место, где одно имя, одна личность, один голос способны заставить мир замереть, чтобы ощутить чудо. Ким Тэ-хьон. Сегодня мы окунемся в ту самую историческую ночь. Ночь, которая заставила дрожать миллионы сердец и вновь зажгла свет надежды, которого все так долго ждали. Это была ночь, где слезы, смех и любовь слились в одну вечную мелодию. 1 ноября 2025 года. Небо над Инхочином выглядело иначе. На стадионе Мунхак Мейн Стадиум море фиолетовых лайтстиков мерцало, будто тысячи звезд спустились на землю. Этим вечером завершался мировой сольный тур Джина Run Sick Jin EP Tour Encore, концерт которого фанаты BTS ждали с нетерпением. Более 50 тысяч человек заполнили стадион, объединенные одним чувством – безусловной любовью к музыке, к братству, к имени, которое соединяет их всех – BTS. Когда концерт достиг своей кульминации, Джин посмотрел на сцену и улыбнулся так, словно хранил в сердце тайну. Никто не знал, что за кулисами кто-то затаил дыхание, глядя на свет прожекторов, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Ким Тэ-хьон, только недавно завершивший военную службу, стоял за кулисами, крепко сжимая в руках микрофон, тяжелый, но теплый. Свет погас, аплодисменты стихли. И тогда появилась тень. Это лицо. Это осанка. Это аура. Стадион взорвался. Крики, слезы, восторг. Все смешалось в один мощный поток эмоций, когда люди поняли, кто идет по сцене. Тэ-хьон вышел вперед, одетый в классический черный костюм и свободную белую рубашку, легкая, колышущаяся от ветра. Его волосы были чуть взъерошены, а глаза блестели под голубым светом прожекторов. Каждое движение излучало спокойствие и зрелость. Идеальное сочетание силы мужчины и нежности артиста, скучавшего по сцене. Когда зазвучало вступление «Love Me Again», весь стадион замолк. Его голос, мягкий, глубокий, искренний, разлился над толпой, будто признание души, долго молчавшей. Так много времени прошло. Я так тронут, что снова могу петь здесь. Я правда дрожу. Я так скучал по вам. Тысячи глаз смотрели на него, не мигая. В его голосе было что-то особенное. Не техника, не идеальная нота, а тоска, превращенная в звук. Каждое дыхание, каждый оттенок голоса, словно разговор без слов, понятный лишь тем, кто ждал молча эти 2 года. Когда песня закончилась, стадион взорвался криками любви. Тэ-хьон опустил голову, крепко сжимая микрофон, его глаза блестели от слез. Он попытался улыбнуться, но эмоции переполнили его. За кулисами камера поймала момент. Тэ-хьон сидит один перед монитором, где все еще идет выступление Джина. Его плечи дрожат, но не от грусти, а от облегчения, от долгожданной встречи с самим собой. Тогда появился Джин. Он подошел, похлопал брата по плечу и мягко сказал: «Пойдем, не здесь. Армия должна увидеть, как сильно ты любишь эту сцену». Он взял Тэ-хьона за руку и вывел его обратно на сцену. Толпа снова взорвалась. С присущим ему шутливостью Джин сказал: «Если бы я не вывел его, вы бы не узнали, что он плакал за кулисами». Смех прокатился по стадиону, Тэ-хьон покраснел, но за этим смехом чувствовалась искренняя братская нежность. Джин похлопал его по спине и добавил: «Посмотри на себя сегодня. Слишком красив, аж раздражает». Атмосфера наполнилась теплом и смехом, но дрожащим голосом Тэ-хьон сказал: «Я часто представлял день, когда мы снова выйдем на сцену впятером. Я пытался не думать об этом, но даже сама мысль заставляет меня плакать». Слова повисли в воздухе.
Джин посмотрел на него и мягко ответил: «Плакать можно, но не на следующем концерте BTS. Там ты должен быть сильным». Стадион взорвался аплодисментами. Тэхьон смеялся сквозь слезы. Через мгновение Джин посмотрел в зал и сказал: «Кажется, нам нужно позвать кого-то еще». Толпа повернула головы, и в центре среди зрителей появился Чимин. Он пытался скрыть лицо руками, но Джин продолжал звать: «Ай, Чимин, не притворяйся!» Толпа взревела. Чимин поднялся и направился к сцене, где его встретили объятиями Джин и Тэхьон. Это было маленькое воссоединение BTS. 3 из 7 звезд снова засияли вместе. Без репетиций, без подготовки они начали петь. Песню, символизирующую тоску и верность, «Spring Day». Их голоса слились воедино, без музыки, только чистый звук и пение ARMY, которые подпевали им сквозь слезы. Камера поймала лицо Тэхьона. Его глаза все еще влажные, но улыбка светлая. Та самая улыбка, что говорит: он вернулся домой. Домой на сцену. Домой к ARMY. Потом они спели медлей из песен BTS: «Idol», «So What», «My Universe». Стадион превратился в огромный праздник. Джин танцевал с юмором, Чимин кружился от радости, Тэхьон следовал за ними, словно никогда и не уходил. Этой ночью не было расстояний, не было прошлого или будущего, был только момент, искренний и живой. Когда последняя песня закончилась, Джин посмотрел на своих братьев и тихо сказал: «Мы вернемся, все 7. Это только начало». Толпа кричала, слезы текли по тысячам лиц. Тем временем интернет взорвался. Кадры с выступления Тэхьона разлетелись по всему миру. Миллионы просмотров, тысячи комментариев. Я плачу, его голос, его выражение, словно объятие после 2 лет ожидания. Он плакал за кулисами, но все равно выступил так прекрасно. Он прекрасен внутри и снаружи. Хэштеги Jin Encore, Taehyun Returns, BTS Reunion заняли первые места в мировых трендах. Фанаты выкладывали черно-белые фотографии Тэхьона на сцене. Спокойное лицо, блестящие глаза. На фото была надпись: «Я скучал по тебе. Давай продолжим идти вместе». Простые слова, но в них тяжесть 2-летнего ожидания. Момент стал не просто выступлением, а настоящим исцелением, встречей между артистом и фанатами. Той ночью Тэхьон вернулся не только на сцену, он вернулся к себе, к месту, где родился его голос, где живет его душа, где любовь к ARMY вечна. Инхоччин в ту ночь стал больше, чем просто городом. Он стал свидетелем возрождения любви и братства, доказательством того, что BTS никогда не уходили. Они просто отдыхали, чтобы вернуться сильнее. Когда концерт закончился, Тэхьон стоял на темной сцене, глядя на море фиолетовых огней, и тихо прошептал: «Спасибо, ARMY». Простые слова, но для миллионов, ждавших его, они значили все. Потому что истинная любовь не нуждается в длинных речах. На следующий день Вокория написала идеальное заключение. Тэхьон вернулся не просто на сцену, он вернулся к своей душе. И все миром задрожали вместе с ним.